Если вы принадлежите категории садоводов, которые ценят не только красоту, но и свое время, а также собственные силы по уходу за садом, это видео будет вам интересным. Сегодня я расскажу о растении, с которым под силу справиться даже ребенку. Оно также нравится людям, которые не часто посещают свой загородный участок или не хотят хоть как-то заморачиваться уходом, специальной агротехникой, своевременным поливом и удобрениями. Словом, предпочитают исключительно неприхотливые культуры. О таком малоуходном красавце и пойдет сегодня речь. И как многие уже догадались по видео, это засухоустойчивый и совершенно простой в уходе молочай окаймленный. Этот декоративный вид молочая с каждым годом набирает все большую популярность. И дело не только в его редкой неприхотливости и красоте, но и в его универсальности. В природе это растение произрастает на территории Северной Америки. Его часто называют горным снегом или снежной вершиной. У нас же молочаю окаймленному дали не менее красивое название – богатая невеста. А все потому, что роскошный вид его листвы и их плотное расположение на кусте очень напоминает изысканные белые кружева. Эффектное светлое окаймление по краю листвы в основном появляется в верхней части растения. Данная культура очень неприхотливая. Я видела молочаи, которые росли даже на заброшенных участках и без какого-либо ухода. Но тем, кто хочет получить максимум красоты от этого растения, не советую его высаживать в плохо освещенных местах. Чтобы кустики молочая не оголяли свой низ, не показывали голые стебли и красиво выглядели по всей высоте кроны, их надо высаживать на светлых участках. Если же вы их посадите в притенении, растения станут тянуться и истончаться, и особой красотой вас не порадуют. К тому же всю роскошь своего богатого, искрящегося на солнце кружева из окаймленной листвы молочай покажет только при достаточном освещении. Если же вам очень захочется высадить кустики в легкой полутени, перед ними в качестве прикрытия и красочного дополнения можно посеять неприхотливые однолетники. Этот вид молочая отлично сочетается со многими декоративно-лиственными растениями и цветами. Например, его можно высадить в обрамлении пестрых бархатцев. Белоснежные пресветники молочая окаймленного красиво смотрятся в посадке с яркими петуниями и флоксами. Очень выразительно на его фоне будут выглядеть высокие соцветия многолетнего дельфиниума и мальвы. Он также удачно сочетается с разными декоративными злаками и травами. А еще с таким неприхотливым травянистым летником, как кохия. Пушистая крона кохии напоминает хвойное растение. Из него также получаются самые малоуходные низкие живые изгороди и бордюры. Молочай окаймленный часто высаживают для прикрытия забора, у въезда на участок, то есть на улице, и в парадной зоне. Это растение настолько неприхотливое, что никакого особого внимания по уходу от вас он не потребует. Его вам также не придется часто поливать, скорее наоборот. Молочай относится к засухоустойчивым культурам. Это растение очень ценится среди садоводов и ландшафтных дизайнеров не только за свою красоту, но и редкую выносливость. Кустики хорошо переносят жару и временную засуху. Однако этот вид, как и все молочайные, не терпит чрезмерное переувлажнение. Если лето не засушливое и с дождями, его вам даже не придется поливать. В особо засушливый сезон молочай не откажется от своевременного полива и непременно вас отблагодарит своим эффектным и обильным цветением. Цветет молочай окаймленный красиво и долго и декоративно выглядит с июля до самых осенних заморозков. Весной и в начале лета плотная листва этого молочая сизо-зеленой окраски. Со временем кусты преображаются, наряжаясь в эффектные белоснежные кружева. Очень красиво эти растения высаживать большими группами. Их цветущий вид со стороны напоминает искрящийся снег или заснеженные холмы. Такой эффект получается за счет серебристо-белых предцветников молочая. Кустики могут отличаться размерами. В основном они отрастают на высоту около 60-80 см. Реже достигают более метра. Побеги молочая достаточно крепкие и прямые.
Это идеальное растение для бордюров. В подвязке кроны также нет необходимости, хотя от недостатка света тонкие стебли могут вытягиваться и клониться к земле. Молочай совершенно не капризный к составу почвы. Он станет расти даже на каменистых и песчаных грунтах. В более питательном грунте кустики станут намного объемнее и гораздо обильнее цвести. Стоит также отметить, что такие растения, как молочай, очень редко поражаются вредителями. Они устойчивы к болезням, но от частого переувлажнения листья могут пострадать от грибковой инфекции. Вредные насекомые не проявляют к этой культуре особого интереса, ведь молочай считается ядовитым растением. Вернее, ядовитый его млечный сок, который может вызвать раздражение кожи. Поэтому все работы с молочаем лучше проводить в перчатках. Как вырастить молочай? Семена молочая окаймленного не проблема купить. Они недорогие и часто встречаются в садовых магазинах. Их можно посеять весной или поздней осенью прямо в сад на постоянное место, особенно в садах с более мягким климатом. Этот вид хорошо размножается самосевом, хотя в холодных регионах с суровым климатом и поздней весной его чаще выращивают как однолетник рассадой. Стратификация молочаю не нужна. Первые всходы обычно появляются уже на 10-й день. Молодые растения можно будет пересадить на постоянное место, как устоится теплая погода. Расстояние между кустиками лучше выдерживать около 30-40 см. Размножить молочай окаймленный можно не только семенами, но и летним укоренением черенков. Только перед посадкой нарезанные веточки надо подержать в воде, чтобы остановить выделение млечного сока. Молочай окаймленный не создаст вам никаких хлопот по уходу и станет украшать ваш участок до прихода осенних морозов. Он послужит отличным фоновым и самостоятельным растением. С ним красиво гармонируют многие яркие цветы и декоративно-лиственные кустарники. Молочай также прикроет разные непривлекательные места, преобразит парадный вход или забор. Его кустики также украсят садовые дорожки и добавят светлых пятен в ваш сад. Это очень универсальная и простая в уходе культура, справиться с которой под силу всем. К тому же веточками молочая можно красиво украсить цветочные букеты, а некоторые цветоводы выращивают его даже как комнатный многолетник. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение по этому растению. Выращиваете ли вы молочай окаймленный и дает ли он в вашем саду самосев? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на функцию колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых роликов. А если это видео было вам интересным, поставьте, пожалуйста, лайк и до новых встреч на нашем канале Добрый сад.